Добрый вечер, друзья! Продолжаем исследовать интересные крафтовые винокурни. И сейчас мы с вами перенесемся на западное побережье Дании, винокурню Станин. Это очень удивительная винокурня, я вам сейчас расскажу. Давайте представим. Удаленная деревенька на западном побережье Дании. 9 друзей, учитель, повар, мясник, пилот вертолета, врач и 4 инженеров. 2 малых перегонных куба и здание старой мясной лавки. Это все, что нужно было 9 друзьям, чтобы построить всемирно известную винокурню. Они ее построили с 2005 года до сейчас. Это не 300 лет назад прошло, это вот история успеха буквально недавно. Итак, как это все начиналось? У этих 9 друзей было желание создать 100% датский виски, чтобы он соответствовал их региону и чтобы он мог конкурировать с лучшими виски в мире. Желание было, возможностей не было. Но они пошли к соседскому фермеру, взяли ячмень, солодили они его просто на кафельном полу холодильной камеры этой мясной лавки, представляете? Потом торф они взяли с соседнего болота, чтобы высушить этот солод, и перемалывали они его просто на мясорубке. У них было желание создавать 200-400 литров в год. Но помешал этому желанию Джим Мюррей. Знаете такого, автор виски Библии. Когда он попробовал их виски, он вскричал: черт возьми, да это лучший торфяной виски в мире. Вот так вот 9 друзей поняли, что то, что у них было хобби, становится их настоящим реальным бизнесом. Они пришли в банк и говорят: банк, дай нам кредит на винокурню. А банк говорит: друзья, вы не ошиблись, это не Шотландия. Какая винокурня? Пекарня, хотите? Те говорят: нет, мы хотим на винокурню. И банк отказал им в кредите. 9 друзей не сдались, они нашли где-то деньги, выкупили ферму и построили свой первый маленький ликероводочный завод. В то время в Дании начинается такой бум на местные продукты, когда отказываются от всего глобального в пользу местного. Будь то местные яблоки, местный бекон, местная рожь или же местные виски. Поэтому через несколько лет во всех барах и ресторанах Дании уже был виски Станин. А всемирно известный ресторан Нома вообще отказался от любых других виски в пользу Станина. К 2018 году они заработали столько денег, что могли открыть новейшую винокурню, которая дает в 10 раз больше виски, производит. Но они остались верны себе. Только местный ячмень, только местная рожь, местный торф и вереск местный, друзья. Представляете, раз в год выпускается виски, который высушивается только на вереске. Я очень хочу попробовать, к сожалению, он ко мне не приехал, но я обязательно закажу, потому что это что-то должно быть невероятное, должно быть очень интересное. А что еще интересного в этой винокурне? Брожение занимает 4 дня в этой винокурне. Представляете, 4 дня, это дольше, чем у любой винокурни другой в Шотландии. Брожение не означает повышение урожая, то есть не выйдет у вас больше спирта, но у вас выйдет более качественный продукт, больше вкусовых качеств получит этот солод. Это сусло, это ферментированное сусло становится практически таким, как пиво. Дальше оно идет в перегонные кубы. Обыкновенная винокурня использует 3-4 перегонных куба. Ну такая вот по размеру Станина. Станин же остался верен себе, у него аж 24 перегонных куба. Они сказали: у нас были маленькие перегонные кубы, мы сделали лучшие виски в мире. Если мы будем использовать другую технологию, может быть что-то по-другому. Поэтому они остались верны себе. Также они до сих пор используют газовые горелки. Ну, считайте, живой огонь. А благодаря этому перегонные кубы нагреваются до 650 градусов. 650 градусов, представляете? И происходит реакция Майера. Что такое реакция Майера? Вот вы когда жарите мясо, кидаете его на сковородку, и мясо начинает поджариваться, получается аромат, получается жариться начинает. Вот это и есть, это в 2 словах упрощенно, это и есть реакция Майера. Такая же реакция происходит внутри перегонных кубов. Что дает суслу какое-то, должно давать, я надеюсь, мы откроем эти виски и нам что-то даст, такое, что-то невероятное. Вот именно поэтому меня заинтересовала эта винокурня, и сейчас я вам расскажу, какие виды виски к нам пришли. Начнем. Итак, Станин Chaos. Батч номер 2 2021 года, 46 градусов, в составе рожь и ячмень. Значит, упаковка, на самом деле бутылка очень красивая, очень красивое сочетание черного и золотого цветов. Посередине нарисованы эти 9 друзей, танцующих на бочке. В книжечке вы можете найти, во-первых, что у него есть 2 серебряных награды и 1 золотая. Найти фотографию 9 друзей, найти фотографию винокурни, найти фотографию этих перегонных кубов, которых 24 таких малых. Виски выдерживался в бочках из-под
Virgin Oak, а также насыщался в Maker's Mark. Вообще Maker's Mark это просто экс-бурбон. Почему вот именно вот написано на официальном сайте Maker's Mark Cask, мне очень интересно. Наверное, что-то они знают, чего я не знаю. Попробуем, узнаем, продегустируем. Далее у нас идет виски Станин Смок. Значит, этот виски уже полностью ячменный, 47 градусов, выдерживался в очень удивительных бочках, я считаю, потому что он выдерживался в бочках, в 4 бочках он выдерживался в бочках из-под Virgin Oak, в бочках из-под первой заливки экс-бурбона, первой заливки Мадейры и первой заливки ямайского рома. Я не знаю. И что еще хочу сказать. Хоть он называется смок, но кроме торфа он еще на вереске высушивался. То есть должно быть что-то потрясающее, по идее. Следующий. Виски Рай. Значит, хоть он так и называется, но на самом деле в составе 70% ячменя, 30% ржи. Значит, и виски выдерживался в бочках из-под Virgin Oak и в бочках из-под рома. Тоже так вот, будет очень интересно, я думаю. Следующий виски Бастард. Бастард это виски, который 46 и 3 градуса. Выдерживался опять же Virgin Oak, но заканчивал в бочках из-под мескаль. Я думаю, что это будет тоже очень интересно. Попробуем, продегустируем. Вот такой вот Эль Классико с таким каким-то страшненьким чудовищем на упаковке. 45,7 градуса. Выдерживался в бочках, опять же, нашего привычного Virgin Oak, но заканчивался, насыщался в вермут бочках. И я думаю, что это будет вообще что-то потрясающее, интересно. Тоже рожь и ячмень. Что забыл сказать? Только в виски Рай мы знаем возраст, и то я его нашел на The Whisky Exchange. Это 3 года в Virgin Oak, а потом он уже насыщался в бочке из-под рома. Ну и в конце концов у нас есть такой Curious виски. Это не виски. Вот, кстати, написано на нем, самое интересное, что Danish Smoked Rye и виски зачеркнуто. То есть это спирт, который до того, как он попадет в бочки. Градусов у нее 43 градуса, и будет очень интересно попробовать, что попадает в бочки. То есть это что-то должно быть дымное. Наверное, здесь тоже рожь и ячмень. И попробуем все узнаем. Значит, что мы для вас сделаем? Мы для вас сделаем, так назовем, виски-марафон Станин, который 7 дней подряд, когда вот после выхода этого видео вам будут открываться один за одним, каждый день новое видео, виски Станин. И в конце я вам открою видео, где уже после того, как я все продегустирую, я вам расскажу, так обобщу то, что мы получили за все эти 7, да? 6 за все эти 6 видео. Здесь 6 виски за 6 видео. Хорошего вечера, друзья. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Я уверен, это будет очень интересное путешествие по берегам Дании. Хорошего вечера еще раз.